Всем привет, с вами Ресим и добро пожаловать на канал о симуляторах. И сегодня для вас обзор на Master of Pottery. Это симулятор гончарной мастерской, где у вас будет возможность не только выполнять заказы на различную утварь, но и проявить фантазию при создании своих творений для собственной выставки. Что ж, желаю всем приятного просмотра, начнем путь гончара. Итак, первым делом вы пройдете быстрый курс по тому, как управлять гончарным кругом и слепите свое первое произведение искусства, если его так можно назвать. После этого вы продолжите оттачивать мастерство, делая различные вазы, той формы, какой захотите, конечно, не выходя за рамки возможностей гончарного круга. После обжига в печи, которая делится на 3 стадии и выглядит как мини-игра, вам нужно стараться держать бегунок возле нужной отметки, чтобы качество вашего будущего изделия было на высоте. Далее вы приступите к раскрашиванию и глазировке вашей чудо-вазы. Для этого в вашем арсенале инструментов будут кисть с палитрой, различные шаблоны в виде узоров по всей поверхности изделия, либо в виде отдельных рисунков. В начале вашего пути количество этих самых узоров будет небольшим и всего одного стиля. Но в дальнейшем, с ростом вашего уровня, вы сможете покупать новые узоры с новым стилем, например, африканским, китайским, японским и египетским и другими. А с каждым уровнем их будет все больше и больше. Кроме этого, также появится возможность использовать другую глину или другую глазурь, уже готовые оттенки цветов, хотя никто не запрещает вам заниматься настройкой цвета самостоятельно. После того, как вы закончите свое изделие, оно получит оценку, и каждому своему творению вы можете дать название, чтобы придать еще большей индивидуальности. Своими творениями вы всегда можете поделиться с сообществом. Также есть функция онлайн-показа, при которой любой желающий может купить себе в коллекцию ваше творение. Правда, я, если честно, так и не смог проверить такую возможность, потому что нет доступных онлайн-выставок. После того, как вы разместите свою работу на постаменте, вы откроете выставку, на которую придут туристы и заплатят деньги. Это будет один из источников вашего дохода. Так что чем больше туристов, тем больше заработаете. А на число туристов может повлиять не только количество выставленных работ, но и погода. Например, в дождливую погоду людей может прийти гораздо меньше. Также на посещаемость можно повлиять с помощью рекламы в газете, по телевидению или интернете. Стоимость рекламы довольно высокая, так что не спустите все деньги на рекламу, а то сами знаете, как бывает, рекламы много, а итог плачевный. Еще один из способов заработать – это когда кто-то из посетителей захочет купить понравившееся изделие. Это происходит нечасто, но можно выручить кругленькую сумму. А далее вы продолжите экспериментировать с формами, кистями, цветами и различными узорами. Например, можете попробовать изобразить пейзаж с помощью доступных инструментов, или написать текст, используя шрифты, или вообще использовать собственные картинки и текстуры, что дает вам полную свободу для творчества. Как вот, например, я сделал вазу с логотипами игр, на которые делал обзоры ранее. Но не забывайте, что кроме занятия творчеством и денежку надо заработать, чтобы пополнить свой арсенал инструментов. Помимо покупки ваших изделий, вам будут предлагать сделать что-нибудь на заказ. Тут главное выполнить все условия заказчика. А также, повышая уровень в дальнейшем, вы получите доступ к магазину, в котором сможете продавать свои вазы. Это еще один из способов пополнить бюджет, правда цена продажи через магазин будет гораздо ниже, чем если кто-то сам предложит купить у вас что-то. А еще появится машина времени, с помощью нее вы сможете посмотреть все свои работы, даже те, которые уже продали. А в один прекрасный момент вы, кстати, сможете сменить вид мастерской на сад, где более расслабляющая атмосфера. Ко всему прочему, у вас появится возможность делать чайники и чашки для чая, из которых вы сможете даже попить чай в чайном доме, чтобы повысить вдохновение. Правда, удовольствие это не дешевое. А далее со временем у вас появятся собственные ученики, правда, чтобы их обучить, вам придется сделать какие-нибудь простенькие макеты, чтобы ученики были в состоянии повторить вашу работу. Но может получиться и так, что для них даже кривой горшок окажется сложным. Кстати, у каждого ученика есть ограничение работы в определенном стиле, так что не только сложность модели влияет на успех обучения.
но в процессе изготовления у ученика есть шанс обучиться новому стилю, что расширяет его возможности. Еще при обучении будет выбор 3 скрытых бонусов, которые могут как положительно повлиять на исход урока, так и отрицательно. К счастью, будет несколько попыток с переигровкой бонусов. Хотя все равно может не повезти, лотерея дело такое. А далее у вас появится собственная фотостудия, где можно будет делать композиции из ваших изделий, настраивая их расположение, фон, освещение. Затем полученную фотографию можете поместить в рамку и повесить в вашей галерее, что тоже повлияет на привлечение туристов. И в заключение, в данном симуляторе гончарной мастерской вы можете попробовать реализовать свои творческие идеи. Инструментов для этого здесь предостаточно. И кстати, декор выставочного зала тоже можно менять и прогуливаться по нему как посетителю. И на этом у меня все. Всем спасибо, что смотрели до конца. Всем удачи, творческих успехов. Ну а мы увидимся в следующей серии. А пока, всем пока.